Камчатка, расположенная на северо-восточной окраине России, представляет собой уникальный край, полный контрастов и совсем не похожий на остальную страну. Вулканы здесь соседствуют с ледниками, кипящие гейзеры и горячие источники со стремительными реками, водопады с озерами. Это природное многообразие не могло не стать основой для развития туризма, в частности таких его направлений, как экспедиционное, горнолыжное и экстремальное. На Камчатке не придется скучать не только поклонникам активного отдыха, но и любящим тишину и единение с природой, где еще в России можно едва ли не весь день любоваться курящимися вершинами сопок, ласково поглаживаемыми лучами солнца. Камчатку иногда называют край географии, а в советские времена название этого полуострова, одного из крупнейших в стране, прочно закреплялось за последними партами в школьных классах. Над учениками, занимавшими там свои места, даже подшучивали «сидит на Камчатке». Действительно, эта земля ассоциируется с такими понятиями, как дальний, удаленный и так далее. Однако сегодня Камчатка, несомненно, стала намного ближе, чем когда бы то ни было. И все благодаря активному развитию туристической инфраструктуры края. Чего вам здесь только не предложат для полноценного отдыха. Это и насыщенные экскурсионные программы, и эксклюзивные туры с охотой и рыбной ловлей, подводным спортом, круизами по знаменитой Авачинской бухте, не говоря уже о конных и орнитологических путешествиях, и, конечно, лечебно-оздоровительном и культурно-этнографическом туризме. Также стоит упомянуть снегоходные и вертолетные туры, но и это еще будет далеко не полный перечень. Камчатка – это край первозданной природы, поэтому неудивительно, что здесь находится целых 3 государственных заповедника, 5 природных парков, 19 заказников, которые тоже охраняются государством, и 169 других уникальных природных объектов. Охраняемыми являются, в общей сложности 18% территории этого отдаленного, во многом сурового, но такого манящего края. Так, в список всемирного наследия ЮНЕСКО включены 6 особо охраняемых местных природных объектов, объединенных общим названием «Вулканы Камчатки». Но при этом никакая статистика, даже самая впечатляющая, не заменит собой те незабываемые чувства и эмоции, которые ждут каждого, кто хотя бы единожды ступит на эту землю. Мы говорим сегодня всем и каждому: добро пожаловать на Камчатку. Камчатка протянулась на 1200 километров в длину, а вот ширина ее вдвое меньше и составляет 500 километров. Такая вытянутость обеспечила полуострову роль естественной границы между Тихим океаном, Беринговым и Охотским морями, которые омывают край с 3 сторон. С восточной стороны расположены Командорские острова, на юге входящая в Сахалинскую область Курильская гряда. На севере, уже по суше, полуостров граничит с Чукотским автономным округом, на северо-западе с Магаданской областью. Камчатка – это царство горных хребтов, куда ни кинь свой взор, обязательно встретишься взглядом с ними. Местный горно-вулканический рельеф берет свое начало в далеком геологическом прошлом, когда, судя по всему, полуостров то поглощался океаном, то высвобождался из его объятий. Многочисленные вулканы жгли этот край огнем и пеплом еще в глубокой древности. Значительная их часть, а именно 141, со временем потухли, однако 28 вулканов действуют и поныне. Обычным явлением на Камчатке остаются и землетрясения. Местные сейсмостанции регистрируют до 800 подземных толчков в год. Полуостров, а также Карагинские и Командорские острова образуют субъект Российской Федерации в составе Дальневосточного федерального округа Камчатский край, который появился на карте страны 1 июля 2007 года в результате слияния Камчатской области и Корякского автономного округа. Административным центром региона является город Петропавловск-Камчатский. Камчатский край является одним из крупнейших в РФ регионов. Его площадь превышает 464 тысячи квадратных километра, что составляет 2,8% территории страны. Густонаселенным, однако, его не назовешь, здесь проживает всего 345 тысяч человек,
что составляет 0,2% населения России. Их в обиходе называют камчедалами, и занимаются они оленеводством, промышляют охотой, добычей и переработкой рыбы, лесозаготовками, ремонтом судов. Говоря о климате полуострова, нельзя не отметить, что огромное влияние на него оказывает близость вод Охотского и Берингового морей, а также Тихого океана. Эти громадные водные пространства действуют на сезонные колебания температуры и придают климату, особенно прибрежных районов, морской характер. В целом, погодные условия Камчатки можно назвать океаническими. Они относительно мягкие, характеризуются большим количеством осадков, примерно до 2000 мм в год. Высота снежного покрова тоже довольно внушительна, около 3 метров. Средняя температура зимой и летом на протяжении многих лет остается неизменной, в июле плюс 13 градусов Цельсия, в январе минус 16,4 градуса со знаком минус. На юге полуострова зимой сильных морозов не наблюдается, но, как ни странно, летом здесь совсем не жарко, дождливых дней очень много, часты туманы. А вот в северных и отдаленных от морей районах Камчатки климат обретает выраженно континентальный характер, на него влияют большие пространства суши азиатского материка и защищенность от морей, обеспечиваемая горными хребтами. Эти особенности делают зиму длиннее, а летний период, наоборот, укорачивают. Неудивительно, что большинство экскурсионных туров организовываются в начале лета, а поездки в зимнее время осуществляются реже. В центральной части региона зимняя температура может достигать минус 40 градусов, а вот летом устанавливается 30-градусный зной. Особенность климата Камчатки еще и в наличии сильных ветров. Именно они приносят с собой обильные осадки на полуостров, наибольшее количество которых приходится на южные районы. А вообще, если говорить в целом, погода на Камчатке меняется по 100 раз на дню. Впрочем, местное население это обстоятельство никоим образом не смущает. Малыши выходят порезвиться на улицу даже в пургу, катаются на санках, лепят снежных баб. И дети, и взрослые не обращают внимания даже на землетрясения, для них 3-4 балла – это мелочи жизни. Территорию современной Камчатки издревле населяли представители различных народностей – айнов, коряков и тельменов, камчедалов. От имени последних, по одной из версий, и произошло название всего полуострова. Первыми русскими, побывавшими в этих краях, считаются Михаил Стадухин и его спутники, отправившиеся сюда в 1651 году. Целых 2 месяца они блуждали в поисках речки Пенжины. В результате они наткнулись на правый приток и, сплавившись по ней на кочах, исследовали западное побережье Камчатского полуострова. Примерно в то же время в этих краях поселились промышленник Сава Анисимов и бывший казак Леонтий Федотов. По современным меркам, это были самые настоящие криминальные авторитеты, поскольку, будучи очень предприимчивыми, они нашли способ обложить данью местные общины, оставаясь при этом полностью безнаказанными. В 1697 году восточного побережья Камчатки достигла экспедиция Владимира Атласова в составе 120 человек. Она отправилась от Анадырского острога и преодолела очень трудный для перехода Корякский хребет. После этого отважные путешественники обследовали и западное побережье. Они даже построили в верховьях реки Камчатки острожек, названный ими Верхнекамчатским. В 1700 году Атласов встретился с Семеном Ульяновичем Ремезовым, энциклопедистом и картографом Сибири. Результатом их сотрудничества стала более подробная и достоверная карта Камчатского полуострова со всеми необходимыми описаниями. Освоение территории этого, достаточно сурового края в начале XVIII века еще более углубилось. Южный берег Камчатки в 1729 году обследовала экспедиция Витуса Беринга, по итогам которой на карты нанесли Авачинскую губу и Камчатский залив. В 1740 году был основан город Петропавловск-Камчатский. Через год был возведен Большерецкий острог, на его территории расположили канцелярию и командный пункт, а также продовольственные склады и даже возвели церковь.
Здесь же располагались торговые лавки, а еще 4 десятка частных домов. Кроме того, в Остроге расквартировали военный гарнизон из 70 солдат. В 1803 году в составе Российской империи была образована Камчатская область, в последующие годы, правда, не раз, переходившая из одной юрисдикции в другую. В августе 1854 года полуостров попытались захватить объединенные силы английских и французских войск, однако войска русского гарнизона успешно отбили вражескую атаку. Несмотря на отнюдь не тропический климат, Камчатский край, эта далекая и сказочная земля, является привлекательным для туристов и принимает их круглый год. Развитие соответствующей инфраструктуры получило здесь в последнее время заметный импульс. В таких живописных местах, как долина гейзеров, озеро Курильское, Налычевский природный парк, реки Апали и Жупаново, а также на Ходуткинских, Малукинских и Тумрокских горячих источниках оборудованы туристические базы-кемпинги, охотничьи домики и даже целые охотничьи лагеря, приюты, имеются автостоянки. Большие возможности для развития экологического, спортивного, горного и горнолыжного туризма, а также спортивной рыбалки и охоты, дайвинга, скалолазания, гонок на снегоходах и собачьих упряжках открываются благодаря наличию вулканов и ледников, термальных и минеральных источников, то есть местному природному разнообразию и в большинстве своем нетронутым цивилизацией флоре и фауне. В перечне туристических возможностей Камчатки также значится пешеходный туризм или трекинг, рафтинг по равнинам и горным рекам, которые можно совместить как со спортивной, так и любительской рыбалкой, восхождение на горные вершины, спуски с вулканов с использованием вертолетов, экстремальный горнолыжный туризм. Отдельно следует сказать о дайвинге. Несмотря на то, что камчатские воды холодны, их животный и растительный мир ничем не уступает тропическим морям. Недалеко от Петропавловска-Камчатского вытянулась величественная Авачинская группа вулканов. Два из них, Авачинский и Корякский, являются действующими. Эту вулканическую гряду называют визитной карточкой полуострова, и именно она встречает путешественников, прибывающих в аэропорт Елизово. Подножие Авачинского вулкана стало излюбленным местом отдыха не только туристов, но и самих камчатцев. Местные жители летом совершают уже ставшие традиционными маршруты выходного дня с восхождением к его кратеру. Зимой практикуются лыжные прогулки и спуски по покрытым снегом склонам. Авачинский в последний раз демонстрировал свой грозный характер в 1990 и 1991 годах. Извержение сопровождалось излиянием мощных потоков лавы. С северо-запада к Авачинской вулканической группе примыкает другая гряда, полукольцом охватывающая долину реки Налычева. Среди этих хребтов также имеется два действующих вулкана – Дзензур и Жупановский. В верховьях реки находится множество горячих и холодных минеральных источников. А в ее долине раскинулся природный парк Налычево, куда ведут многие туристические тропы, маршрут исследования по которым не обходится без восхождений к кратерам действующих вулканов и купания в лечебных минеральных водах. Самым активным на Камчатке остается вулкан Карымская сопка. Иногда он затихает, но ненадолго, и такие периоды затишья непременно сменяются извержениями с выбросами пепла и лавы, которые могут продолжаться много лет подряд. Карымская сопка известна множеством горячих источников, расположенных у самого ее подножия. Река Карымская привлекает туристов целым каскадом водопадов, а на берегу одноименного озера пульсируют горячие источники. Одним из самых посещаемых среди туристов вулканических районов Камчатки является Ключевская группа вулканов, занимающая территорию около 7000 квадратных километров и насчитывающая 12 огнедышащих исполинов. Путешественников привлекают созданные вулканической активностью ландшафты, лишенные жизни шлаковые плато, нагромождение лавовых потоков. Именно здесь прячется Ключевская сопка, самый высокий вулкан Евразии. Туристы и альпинисты, посещающие эту местность, своими глазами видят потрясающее всяческое воображение,
вулканические процессы и ощущают мощное дыхание Земли. Совершая восхождение на вершины, заглядывая в кратеры, эти мужественные люди испытывают себя на волю и стойкость. На этой уникальной территории еще в 2002 году был образован природный парк Ключевский. Одной из достопримечательностей полуострова по праву считается и Кронотский государственный биосферный природный заповедник, входящий в число старейших в России охраняемых территорий, который находится на восточном побережье Камчатки. Своим появлением он обязан камчатскому соболю, мех которого настолько ценен, что этот представитель местной фауны уже многие столетия считается основным богатством края. Если бы не установленный в 1882 году запрет на его промысел, зверек наверняка уже бы исчез. На территории заповедника находятся кипелые горячие источники, а точнее в 14 километров юго-западнее вулкана Кизимин или Щепинской сопки в заболоченной пойме. Их еще называют нижнещепинскими источниками. Состав воды гидрокарбонатно-магниевый, общая минерализация составляет 2-3 грамма на литр. В ней также в больших количествах присутствуют ионы железа, фосфора и марганца. Кроме того, в воде, близкой по составу к кавказским нарзанам, присутствует углекислый газ. Уникальное в масштабах не только Камчатского края, но и всей планеты место проявления вулканической активности – это кальдера вулкана Узон. В отличие от своих конусовидных собратьев, он представляет собой глубокую впадину 9 на 12 километров, возраст которой примерно 40 тысяч лет. Слово «кальдера» ничего страшного и опасного для жизни не означает, им обозначается такое природное явление, как идущий из-под земли пар, поэтому Узон еще называют парящей землей. Ступая по земле кальдеры, а такая уникальная возможность вам представится, если вы здесь окажетесь буквально до мозга костей, ощущаешь неукротимую энергию земных глубин и отчетливо начинаешь понимать, что наша планета живая, она дышит. Помимо мощных столбов пара, идущих от горячих источников, кальдера примечательна также своими минеральными озерами, клокочущими грязевыми котлами и многочисленными ручьями самых разных цветов, на фоне окружающих пород смотрящихся просто волшебно. После материковой Камчатки самый большой интерес у туристов вызывают Командорские острова, которые приютил у себя Тихий океан на расстоянии 250 километров восточнее полуострова. Сами острова и окружающая их водная акватория составляют единый Командорский природный биосферный заповедник, где сохранена зона хозяйственной активности. В ее пределах коренные жители островов, алеуты, практикуют как традиционные, так и современные направления природопользования. Главными достопримечательностями заповедника являются лежбища представителей местной фауны, морских котиков, каланов, сивучей. Туристов также привлекают острова Арий, Камень и Топорков, где можно увидеть колонии редких видов птиц. Из достопримечательностей нельзя не назвать удивительной красоты Гладковскую и Полуденную бухты, а также уникальный природный памятник Арка Стеллера. Он представляет собой геологическое сооружение, действительно напоминающее арку, высота которой около 20,6 метра. Это скальное обнажение является визиткой заповедника, с него открываются прекрасные виды на Тихий океан. На Командорских островах бежит множество горных рек, богатых рыбой и низвергающимися водопадами. На острове Беринга находится единственный на весь архипелаг поселок Никольское, он же центр Алеутского национального района. Этот населенный пункт связан с Петропавловском-Камчатским только воздушным сообщением. Здесь имеется уникальный краеведческий музей, в фондах которого хранятся редчайшие экспонаты. Например, пушка с легендарного пакетбота «Святой Петр», командиром на котором был сам Витус Беринг, или скелет стеллеровой коровы. Тут представлены интересные образцы декоративно-прикладного искусства алеутов. Если окажетесь в бухте Командор, можете посетить могилу Беринга, первооткрывателя архипелага. К сведению туристов, посещение Командорских островов обычно включается в программу туров по предварительным заявкам и представляет собой одно- или двухдневную вертолетную экскурсию.
Ну а теперь мы предлагаем вам переместиться в долину гейзеров, которую по праву считают жемчужиной этого дальневосточного российского полуострова. Вообще гейзеры явление в природе очень редкое, они встречаются лишь в нескольких районах нашей планеты. На сегодняшний день в крае имеется 22 крупных гейзера, а также немало кипящих цветных озер, пульсирующих источников и грязевых котлов. Самыми крупными среди гейзеров являются Жемчужный, Фонтан, Великан и Большой, названия которых говорят сами за себя. Долину гейзеров можно назвать эксклюзивной, ведь она остается единственным местом на планете, где геологические процессы формирования Земли еще продолжаются. И в этом ее главное отличие от гейзеров Исландии, Новой Зеландии и США. Камчатская долина встречает туристов, очень бурно себя проявляя. Вашему взору предстанут струи клубящегося пара, устремляющиеся вверх разноцветные брызги, а в воздухе неизменно улавливается легкий запах серы. Экскурсионные программы обычно начинаются от большого и малого, гейзеров самых мощных, красивых и живописных. Далее следует Леший, поражающие своей какой-то неземной формой, ворота ада, двойной и уже упомянутый фонтан. Самым большим сюрпризом для путешественников обычно являются извержения крупнейшего гейзера долины Великана. Только представьте себе, около 27 тонн кипятка, он выстреливает на 30-метровую высоту за каких-то 45 секунд. Еще одно неповторимое и незабываемое место – на Камчатке Ходуткинские горячие источники, расположившиеся на юге полуострова, у подножия вулканов Приемыш и Ходутка. Они, если быть более точными, находятся прямо в воронке вулканического взрыва. Уникальность источников в том, что купаться в них можно круглый год. Не меньшей известностью и популярностью пользуются другие горячие источники Тимановские, которые находятся относительно недалеко от города Елизово. Горячие ванны в них показаны страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата, гинекологическими недугами, нарушениями обмена веществ, болезнями органов пищеварения, дерматологическими патологиями, поражениями периферической нервной системы, причем воду из этих источников можно также и пить. И она действительно помогает. Итак, ваша мечта сбылась, и перед вами она Камчатка. Чему же посвятить свое время в этом замечательном крае, настолько многогранном, что в какой-то момент может показаться, что находишься не на Земле, а на какой-то другой неизведанной планете? Вопрос, как говорится, на засыпку. Но мы знаем на него ответ, причем вариантов этого ответа будет несколько. Начнем с восхождения на вулканы, вершины которых представляют собой груды застывшей лавы причудливых форм и переливающиеся на солнце вечные ледники, а подножия буквально кипят жизнью. Причем восхождение как на спящие, так и действующие вулканы осуществляют не только альпинисты, но и обычные любители. Главное условие – вы должны быть физически здоровым. На вершину туристов сопровождают опытные гиды-проводники. Они имеют соответствующую экипировку и специально обучены навыкам передвижения по ледникам. Лучшим временем для совершения восхождений является период с марта по октябрь. Еще одно любимое развлечение экстремалов – это сплавы по рекам, которые обычно практикуются с середины мая по середину октября. Наибольшей популярностью для этого вида отдыха пользуются такие камчатские реки, как Левая Авача, Быстрая, Опала, Пымта и река Плотникова. Если вас интересуют неспешные и расслабляющие морские прогулки, можете отправиться в увлекательное путешествие на катере по Авачинской бухте. Во время катания сможете осмотреть уникальный природный памятник скалы Три Брата. Вас ждет выход в открытый Тихий океан. Катер будет держать направление к острову Старичков, который запомнится надолго, ведь именно у этого клочка суши находятся места залежки Нерпы. Кроме того, судно близко подходит к птичьим базарам. А если вы увидите еще и косаток, это можно будет расценивать как настоящее везение. Камчатский край буквально магнитом притягивает охотников, и это неудивительно, ведь здесь водится бурый медведь, один из самых крупных представителей семейства медвежьих. Впечатляет и его распространенность на полуострове. По имеющимся данным,
Бурых медведей здесь от 10 до 20 тысяч особей. Охота на этого зверя осуществляется обычно весной и осенью. Статистика свидетельствует, что в течение года на территории региона добывается примерно 1000 медведей. Заядлые охотники не в меньшей степени гордятся и трофеем снежного барана, тем более что его добыча сопряжена с приложением изрядных физических усилий, не говоря уже о большом практическом опыте и элементарной удаче. Снежный баран, встречающийся на Камчатке, подразделяется на два подвида – камчатский толсторог и корякский снежный баран. Охотятся на Камчатке также на лосей, полярного волка, росомаху, рыси северного оленя. На сахатых охота осуществляется с осени до середины зимы, а вот на остальных названных животных она не такая распространенная. Причина – малочисленность популяции и труднодоступность мест для отстрела. Разрешена охота и на очень красивую, но редкую птицу каменного глухаря, но только в течение всего одной недели в мае. Между тем, одним из основных промыслов на Камчатке остается рыбалка. Ежегодно в местные реки в большом количестве заплывает тихоокеанский лосось различных видов. Его очень много, сотни тысяч. Некоторые рыбины просто огромны, их размер превышает метр. Камчатку, как, например, Швейцарию и другие альпийские государства, трудно представить без такого развлечения, как горные лыжи и сноуборд. Маршруты здесь проложены на любой вкус, как для новичков, так и для райдеров-экстремалов. Поля нетронутого снега в период с ноября по июль простираются на много километров, открывая для катания просто фантастические возможности. Только на Камчатке и нигде больше горнолыжники могут совершать спуски непосредственно в кратеры действующих вулканов или с горных склонов попадать прямо к горячим источникам. Горнолыжные центры в частности имеются непосредственно, в Петропавловске-Камчатском здесь их два. Один находится в Красной Сопке, высота которой 380 метров, а максимальная длина трассы составляет 975 метров, а вторая в Покровской Сопке. Максимальная длина трассы последней – 1305 метров, а высота 418 метров. Другим популярным горнолыжным центром Камчатского края является гора Морозная, расположенная в 30 километров северо-западнее столицы региона. База располагает двумя бугельными подъемниками, обслуживающими 5 разных по сложности горнолыжных трасс. Одни предназначены для профессиональных спортсменов, другие для новичков и тех, кто только-только решил приобщиться к этому виду активного отдыха. А вот самой удаленной зоной для катания на горных лыжах остается северный район полуострова, находящийся в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. До этой местности можно добраться воздушным и наземным путями. В этой части полуострова, как мы уже говорили выше, находится самое крупное скопление вулканов и самые высокие из всех действующих на Камчатке. Вы увлекаетесь дайвингом. Камчатский край – одно из лучших мест на Земле, где можно погрузиться в это увлекательное занятие. С мая по октябрь погружения организуются в акватории Авачинского залива Тихого океана и одноименной бухты. Посмотреть вам здесь будет на что, ведь в разных частях Авачинской бухты находятся затонувшие суда, которые лежат на разных глубинах от 5 до 20 метров. Многие дайверы, особенно начинающие, интересуются, насколько безопасно посещение этих немых участников морских катастроф. Специалисты отвечают честно, безопасность относительная. Кстати, дайвинг на Камчатке легко сочетается с подводной охотой. На той же Авачинской бухте постоянно обитает целых 32 вида рыб. Дорожная сеть на Камчатке малоразвита, поэтому основным транспортом, доставляющим как местных жителей, так и туристов в отдаленные и труднодоступные места, является авиация, прежде всего вертолетная. Рейсовые пассажирские автобусы, микроавтобусы и легковые автомобили обычно используются в черте многих населенных пунктов, таких, например, как Усть-Камчатск, Мильково, Усть-Большерецк, Ключи, Эса и, конечно, в столице страны вулканов и гейзеров Петропавловске-Камчатском. Практически все экскурсионные объекты Камчатки находятся обычно за пределами городов и располагаются в горах,
вулканических плато, заболоченных низинах рек и лесах, то есть местах, куда дороги проложить весьма проблематично, поэтому передвигаться по такой местности приходится по размытой колее, грунтовкам, колдобинам, одним словом, бездорожью. В таких случаях для транспортировки туристов нередко привлекается техника так называемой повышенной проходимости, а именно снегоходы с пассажирскими нартами, квадроциклы, Уралы, ГАЗы, КАМАЗы. Железнодорожное сообщение полуострова с материком отсутствует, что сказывается на стоимости горючего и, соответственно, стоимости проезда, поскольку содержать и эксплуатировать в надлежащем состоянии вертолеты и большие машины удовольствие дорогое. Туристы, отправляющиеся в отпуск на Камчатку, должны быть готовы к некоторому отсутствию комфорта при перемещении по краю и относительно высокой стоимости проезда. Но все возможные неудобства с лихвой компенсируются прекрасным времяпровождением и отдыхом, богатым на самые яркие впечатления и положительные эмоции. Пятизвездочных отелей, как вы уже догадались, на Камчатке нет. Гостиницы и базы отдыха в основе своей располагаются в зданиях еще советской постройки, однако в них предусмотрено все необходимое для того, чтобы отдых путешественников был максимально комфортным. Номера в них, что называется, на все вкусы и запросы, начиная от простых и по-домашнему уютных и заканчивая апартаментами класса люкс. Хороший уровень сервиса, не говоря уже о блюдах деликатесной камчатской кухни, отличает и местные кафе и рестораны. Если вы приехали в Петропавловск-Камчатский, можете разместиться как в одной из городских гостиниц, так и на съемной квартире. Отели раскиданы буквально по всему городу, поэтому подходящий вариант вы можете найти и в историческом центре, и в деловой его части. Кстати, оказавшись в столице края, не все же время проводить в гостинице, вы можете посетить местные театры, музеи или побывать в ночном развлекательном заведении. Поклонникам более спокойного и размеренного отдыха можем посоветовать санаторно-курортную зону Паратунка, расположенную всего в 60 километрах от Петропавловска-Камчатского. Здесь находятся базы отдыха, представляющие собой небольшие гостиничные комплексы. Каждый из них оснащен одним или даже несколькими бассейнами с горячей водой из местных минеральных источников. На выбор отдыхающих как общие корпуса, так и отдельно расположенные коттеджи. В городе Елизово, что в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского, находится аэропорт, принимающий рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Магадана, Владивостока, Краснодара, Красноярска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Хабаровска. Выше мы уже сказали о том, что на Камчатском полуострове нет железных дорог. К сказанному добавим, что здесь отсутствуют и регулярные пассажирские морские рейсы.